Привет, друзья! Что-то странное происходит с золотом в Германии. Долгое время эта тема была под грифом «не для прессы», но теперь все меняется. В финансовых и политических кругах заговорили. Новый канцлер Фридрих Мерц начал проверку золотых резервов Бундесбанка. И это не просто формальность. По информации из немецких деловых кругов речь может идти о миллиардах евро, судьба которых была до сих пор покрыта тайной. Слухи усиливаются, часть немецкого золота хранится не в Германии, а за ее пределами в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. Почему Мерц решил поднять именно сейчас вопрос о его полном возврате? Это просто бухгалтерский интерес или начало новой финансовой независимости? Ведь контроль над золотыми резервами – это не только про деньги, это вопрос суверенитета. Инсайдеры утверждают, Мерц был шокирован, когда узнал, насколько мало у Берлина прямого контроля над своим же золотом. Возникают тревожные вопросы. А если завтра случится глобальный кризис, кто отдаст Германии ее собственные ресурсы? Сможет ли страна защитить себя в случае экономического шторма? Именно поэтому по неподтвержденным данным сейчас в Берлине разрабатывается особая стратегия. Ее рабочее название «Золотая независимость». Мерц якобы инициировал пересмотр всех соглашений по хранению золота. Это не понравилось заокеанским партнерам, но он, похоже, настроен решительно. Что же на самом деле скрывает немецкое золото? Почему эта тема вдруг стала сегодня актуальной? И почему старые элиты молчали об этом десятилетиями? Все это не просто слухи, это новая реальность, и она начинается прямо сейчас. Но это еще не все. В СМИ почти ничего, только короткие упоминания. Но в реальности в швейцарских Альпах прошла встреча, которая может изменить карту Европы. Без прессы, без официальных заявлений, без комментариев. Только подтверждение из надежных источников. Фридрих Мерц действительно был там. Вместе с ним представители финансовых групп, военных аналитиков и бывшие главы государств. Что это было? Просто экономический форум или нечто гораздо большее? Люди, близкие к переговорам, утверждают, обсуждался альтернативный вектор развития Европы. Новый союз, новая экономическая модель и, возможно, новая валюта вне контроля Брюсселя и даже Вашингтона. Пока официальные лица молчат, политологи и аналитики уже бьют тревогу, это может быть началом глобальной перезагрузки Евросоюза. Особенно тревожно стало Парижу и Риму, ведь их представители на встречу не пригласили. Почему? Это обсуждали за закрытыми дверями. И какую роль во всем этом играет сама Германия, если ее лидер принимает участие в таких переговорах? По неподтвержденным данным, одной из тем стало золотое обеспечение, возвращение в Бундесбанку, сценарий, при котором Германия инициирует новый финансовый порядок, подкрепленный реальными резервами, уже рассматривается. Это объясняется, почему Фридрих Мерц настаивает на контроле над золотом. Но самое важное, кто стоит за всем этим планом? Некоторые аналитики уверены, речь идет не о временной инициативе, а о строительстве параллельной системы Европе. Это не альтернатива Европейскому Союзу, это его потенциальная замена. Если информация подтвердится, нас ждет политический сдвиг со времен Маастрихтского договора. А пока тишина. И только один вопрос гудит в кулуарах. Что же задумал Фридрих Мерц? Также сегодня хоть и тишина на официальных брифингах, но страсти кипят за закрытыми дверями. Эммануэль Макрон, по информации французских инсайдеров, буквально в бешенстве. И причина в одном человеке. Это Фридрих Мерц. Новое поведение Берлина вызывает у Парижа не просто вопросы, это уже кризис самого доверия. Канцлер Германии не просто начал действовать самостоятельно, он начал переписывать правила игры в Евросоюзе, и Франция оказалась вне этих планов. Особенно болезненно это воспринимается на фоне недавней альпийской встречи, как я сказал, где Германию представлял Мерц, а Франции не было вовсе. Макрону это показалось публичным унижением, и с тех пор его окружение стало усиливать риторику. В дипломатических кругах Франции говорят о недопустимом эгоизме Берлина и угрозе европейской солидарности, но Мерц, по словам немецких СМИ, отвечает просто: Германия должна действовать в интересах немцев. Этот тезис стал красной тряпкой для Елисейского дворца. Макрон, сторонник глубоких интеграций, как вы знаете, считает действия Мерца откатом назад к эре национального эгоизма. Однако Мерц, похоже, готов к этой конфронтации. Он не только продолжает курс на экономическую и политическую автономию, но и, как утверждают немецкие политологи, может готовить реформу самого механизма Европейского Союза без участия тех старых архитекторов.
Теперь что? Новый раскол? Франция чувствует, Германия перестала быть младшим партнером и стремится к самостоятельной геополитике. Причем не на словах, а на деле. И это вызывает у Парижа, конечно же, откровенную панику. Станет ли Фридрих Мерц тем, кто разрушил ось Париж-Берлин? Или наоборот, он ее перезапустит, но на новых жестких условиях? Это не просто дипломатия, это вопрос будущего всей Европы. И пока Макрон критикует, Мерц действует. Именно поэтому политическая буря только начинается. К вашему сведению, слова «золотая независимость» все чаще всплывают в закрытых кругах Берлина. Это не документ и даже не законопроект. Это уже концепция, которая может повернуть экономику Германии. Если верить утечкам, инициатором плана стал сам Фридрих Мерц. Какая же суть? Разорвать зависимость от внешних финансовых структур и построить новую, подкрепленную золотом экономическую платформу. Это не возврат в прошлое, это попытка выйти в будущее через жесткий контроль над своими активами. Как вы знаете, Мерц, выходец из бизнеса, понимает цену деньгам и рискам. Он знает, как работают международные фонды и какие рычаги давления они могут использовать. Именно поэтому, по мнению ряда аналитиков, он всерьез рассматривает сценарий, при котором Германия больше не будет зависеть от решений Федерального резерва США или от сложных схем Европейского Центробанка. Немецкое золото – вот что может стать гарантом экономического суверенитета. Но золотая независимость – это не только про слитки, это про силу, про возможность проводить свою политику, не оглядываясь на внешние инструкции, про контроль над инфляцией, над валютной стабильностью и даже над бюджетом. И по слухам, в план Мерца входят не только финансовые шаги, но и дипломатические, возможные новые альянсы, возможно реформирование еврозоны, вплоть до создания параллельной валютной зоны, если Брюссель не пойдет на уступки. Пока что официально в Берлине говорят лишь о необходимости пересмотра принципа финансового суверенитета, но этого достаточно, чтобы в Брюсселе началась паника. Ведь если Германия выйдет из-под контроля общих механизмов, Европейский Союз ждет тектонический сдвиг. А если ее примеру последуют Австрия, Нидерланды и Италия? Мерц играет в долг. Он не делает резких заявлений, но каждое его действие – это шаг в сторону новой модели. И золотая независимость может стать тем планом, который полностью изменит статус Германии в Европе. Вопрос только один – готова ли Европа к тому, чтобы Берлин взял все в свои руки? Фридрих Мерц уже не просто канцлер Германии, он превращается в архитектора новой Европы. Не той, что создавалась в Брюсселе и Париже десятилетиями, а новой, прагматичной, суверенной и ориентированной на реальную выгоду, а не на лозунги. Его идеи вызывают шок у старой элиты, но именно в этом и кроется их сила. Мерц не хочет разрушить Европу, он хочет ее переформатировать, и вот как это может выглядеть. Во-первых, Мерц предлагает вернуться к сути, союзу суверенных государств, которые сотрудничают добровольно и без принуждения. Он уже говорит о переговорах по новому договору, где будут четко прописаны границы полномочий Брюсселя. Ни слова о федерализации, ни намека на единую армию Европы, только четкие национальные интересы. Германия должна решать свои вопросы сама, от миграции до промышленности. Во-вторых, экономика. Мерц все чаще упоминает необходимость реформировать еврозону, и не исключено, что его золотая независимость – это только начало. Отказ от тотального контроля Европейского Центробанка, создание альтернативных расчетных механизмов и даже, если понадобится, переход к параллельной валютной модели. Он не говорит этого напрямую, но экономисты уже читают между строк. В-третьих, это безопасность. Германия под Мерцем усиливает свою армию, наращивает военный бюджет и не скрывая. Берлин больше не хочет быть только потребителем защиты. Он хочет стать гарантом безопасности в Европе, пусть даже в одиночку. Этот посыл очень четко воспринимается в Париже и Вашингтоне. Мерц готов выйти из-под военной зависимости. И главное, это образ будущего. Мерц предлагает Европу, где нет двойных стандартов, где Германия не обязана спасать других за свой счет, где решения принимаются не в кулуарах, а в интересах граждан. Его план – это не разрушение Европейского Союза, а, как я сказал, это перезагрузка. И если его поддержит большинство немцев, остальным странам придется либо принять новые правила, либо остаться в старом прошлом. Друзья, мы с вами только что разобрали то, что может стать настоящей революцией в европейской политике. Фридрих Мерц – фигура, которую невозможно игнорировать, он действует резко, но стратегически. Его шаги не всегда озвучиваются громко, но последствия уже ощущаются по всей Европе.
И возможно уже очень скоро мы проснемся в совершенно другой реальности. Если вам понравился мой рассказ, подписывайтесь, ставьте лайк, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.